Всем привет! В этом видео приготовим зефир с начинкой и шоколадным корпусом. Если вам интересно, смотрите дальше. Первым делом надо приготовить начинку для зефира, так как начинке надо остыть, стабилизироваться. Я буду готовить облепиху с персиком. Для этого нам понадобятся консервированные персики, пюре облепихи, сахар, агар и пектин. Подробный рецепт оставлю под видео. Персик перебили блендером, в ковшик добавляем персиковое пюре, потом облепиховое пюре, перемешиваем. Сахар, пектин и агар перемешиваем. Ковшик с пюре ставим на плиту, доводим примерно до 40 градусов и вводим сахар с пектином и агаром. Постоянно помешивая, доводим до кипения и кипятим примерно там еще минуту до загустения. Тут вы видите у меня уже остывшее пюре. Далее будем готовить зефир. У меня на канале уже есть видео с зефиром. Это тот же самый рецепт, но еще немного могу рассказать. Основу берем яблочное пюре. Для яблочного пюре я использую яблоки Антоновка. Берем 150 яблочного пюре и 50 грамм какой вкус мы хотим. Тут на видео я вам показываю с клубничным пюре, но далее видео будет с персиком. Все ингредиенты для сиропа ставим на плиту и, помешивая, варим до 106 градусов. Параллельно взбиваем белок с сахаром до устойчивых крепких таких пиков. Непрерывно взбиваем миксером и вливаем готовый сироп. Надо взбивать до стабильной крепкой массы. И отсаживаем на силиконовый коврик. Вначале выдавливаем немного и потом круговым движением формируем форму зефира. Конечно, зефир можно отсаживать любым способом. Это такой классический зефир, форма классического зефира. Насадка открытая звезда. Но также само насадку тоже можно использовать, какая у вас есть, не обязательно такую. Отсаживаем все зефирки. И потом из кондитерского мешка, вот с такой длинной насадкой, наполняем начинку. Начинка, если очень загустила, ее можно немного подогреть в микроволновке. И вот наполняем зефирки. И так начинку не жалеть. Можно чувствовать, когда наполняем, видно, что зефир немного как бы увеличивается. Тогда он уже наполнился достаточно.
Я сверху посыпала с такими шариками хрустящими. Далее темперируем шоколад. Темперировать надо обязательно, если хотим, чтобы шоколад в конце был хрустящий и чтобы он не таял, когда берем зефир в руки. На эту порцию зефира я темперировала 300 грамм шоколада, и мне хватило вот буквально точно-точно на каждую зефирку. Ставим зефир в этот темперированный шоколад, вилкой как бы помогаем ему, вращаем, чтобы со всех сторон лег шоколад. Потом берем, поднимаем и вот так простукиваем, чтобы стек лишний шоколад. И потом ставим на силиконовый коврик. На силиконовом коврике очень удобно, потом отходят и сами зефирки, и уже в конце, когда они покрыты шоколадом. Но только ставим в те места, где у нас не был зефир. Временами надо перемешать шоколад, чтобы температура была равномерная. И вот так макаем, вращаем зефирку, поднимаем, простукиваем, чтобы стекал лишний шоколад, и ставим на коврик. Я еще проверяла температуру шоколада, чтобы не было так, что шоколад уже остыл, уже стабилизируется и больше не можно было макать зефиры. Но если помещение холодно, конечно, он будет быстро застывать, и тогда можно или феном сверху немного подогреть, или очень минимально на пару секунд поставить в микроволновку. Тут уже даже видно, пока один зефир мы макаем, предыдущий уже застывает. Он становится матовый, этот шоколад, и видно, что он быстро застывает, значит, хорошо протемперированный шоколад. Чтобы сам зефир быстрее застыл, чтобы не надо было долго ждать, можно поставить около открытого окна, чтобы вот зимой, например, открыть окно и поставить на подоконник, и зефир стабилизируется через 30 минут. Уже через 30 минут его можно вмакать в шоколад. Так как в начинке есть агар, то начинка тоже у нас получается такая мармеладная структура. И вот так красиво отходит от силиконового коврика, если хорошо протемперировали шоколад. И тут послушаем вот этот хруст шоколада, когда разрезаем зефир. Зефир получается очень ароматный, очень вкусный. И вот если готовить зефир в шоколаде, для меня вот это сочетание вкуса шоколад и персиковый зефир. Этот зефир я готовила 150 грамм яблочного пюре и 50 грамм пюре персика. И чтобы более желтый цвет был, я не добавляла красители, а просто куркуму. Подробный рецепт я оставлю под видео и зефира, и мармелада.
Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!